Привет, я Маша. Сегодня разберем, что такое эстетика Акуби, откуда она взялась, почему на ней все помешались, и разберем несколько образов. Эстетика Акуби или стиль Акуби – это смесь минимализма, ютуки гранжа или гранжа 2000-х годов, а также направление Subversive, которое включает в себя апокалиптичное настроение. В принципе, данное направление было широко представлено в ТикТоке, Инстаграме, либо Пинтересте. Данное направление зародилось в Южной Корее. Действительно, я нашла бренд, который, как я поняла, был первым среди тех, кто сформировал данное направление в полном его понимании. Это бренд Akubi Club. Конечно, все видели их замечательные подборки с образами. Я оставлю ссылку в описании на их сайт. В принципе, они представлены и в Инстаграме. В принципе, я вообще узнала о них из Инстаграма. Просто замечательные подборки, можно заходить на их сайт и просто вдохновляться и составлять свои луки. Проанализировав все то, что есть по этому направлению, я выявила некоторые закономерности. Во-первых, это основа на минимализме. Что я имею в виду? Все образы достаточно многослойные, и в основе своей они состоят из простых вещей. Это майки, топы, кофты, кардиганы, брюки, либо джинсы, либо юбки простых покроев. Все они наслаиваются друг на друга. Также из минимализма, на мой взгляд, была цвета и цветовая гамма. Например, это достаточно приглушенные цвета, основу составляют белый, черный и серый. Вы не найдете в Акубе стиле яркие вырви глаз цвета. Также из минимализма были взяты принты, по большей его части, например, полоска и клетка. Все остальные принты, например, звезды или, например, какой-то технопринт, это уже взяты из ютуки и гранжа. Второе, что я заметила, это связано с ютуки, гранжем или гранжем 2000-х годов. Это стремление показать свое тело, это приталенные силуэты, либо вообще оголение. Это открытые плечи, открытый живот, либо открытые ноги. Это кроп-топы, либо мини-юбки с заниженной посадкой. Третье, то, что я заметила, связано с направлением Subversive. Это все то, что может нам навеять апокалиптичное настроение. Это рваные, драные элементы, это элементы с состариванием, всякие завязки. На первой картинке мы видим образ из топа, вязаного кардигана, достаточно приглушенных оттенков, с сильно выраженным рисунком, полоску кардиган. Мы видим в верхней части многослойность, то есть топ и кардиган – это уже две вещи. Внизу у нас джинсы с пониженной посадкой. Джинсы у нас ощущение, что они с подтоном, который подходит под цвет верха. Также есть сумка достаточно приглушенного цвета. Она очень подходит под цвет полосок на кардигане. Но в принципе есть образы, в которых верх состоит из двух-трех вещей, например, вязаных. Это вязаный или крайонный трикотаж. Низ – это что-то из денима, например, юбки, либо джинсы. Также в этих образах часто фигурируют сумки, и какой-то минимальный набор аксессуаров, например, какая-то подвеска. Второй вариант. Мы видим резной верх с завязками по талии. У нас брюки из достаточно грубого материала, тоже на завязках, с заниженной талией. Мы видим достаточно грубую фактуру сумку. Цвета тут черные и белые, это нас относит к минимализму. Конечно, встречаются образы с либо рваными каким-то верхом, сочетание с достаточно лаконичным низом, бывает и наоборот. Для этого стиля это вполне приемлемо. Конечно, многие образы включают в себя рванье, потертости, завязки, резные элементы. Это, конечно, отсылает нас к направлению Subversive. Третий вариант – это образ с платьем. Мы видим трикотажное платье с поверх одетым кардиганом. Также мы видим подвеску, сумку и обувь в одной цветовой гамме. Это приглушенный коричневый.
Белый — это тоже такой белый кремовый, и все гаммы достаточно приглушенные. В принципе, я смотрела образы с платьями, и платья в этих образах все преимущественно из трикотажа, прилегающего покроя, либо имитирующего многослойность, либо эти платья являются базой, но также есть платья и джинсы, где достаточно простые покрои, но как бы сам материал его обыгрывает. Также хотела отметить, что в некоторых образах встречается объемный верх. Это куртки, бомберы, либо какие-то связанные свитера, кардиганы. Также могут быть большие объемные жакеты.